Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, события ближайших дней. Давайте узнаем, что же там в ближайшие дни. И я специально не ставлю сроков для этого видео. В целом мы берем месяц август. Август у нас очень переменчивый даже по энергиям за счет планетарных транзитов. До 10 у нас какая-то пауза происходит, ретро-меркурий. Потом будет все ускоряться. Но есть, видимо, те события, может быть, которые мы хотим или нет, но они случатся в нашей жизни. Или мы будем принимать, может быть, косвенное участие в этих событиях, одним словом. Давайте узнаем. На транзитах я подробно не останавливаюсь. Для тех, кому интересно, я приглашаю на свой сайт прочитать астрологический прогноз, гороскоп. Я оставлю ссылку в описании под видео. Ближайшего времени иногда эти карты могут укладывать даже те события, словно компактно, вот так, от 1 до 3 дней. Но мы все разные, иногда и до пару недель может растянуться. Такое тоже могу допустить. А иногда я смотрю по вашим комментариям, вы мне пишете: «А у меня уже все проигралось». Ну, будем реалистами. Все-таки это один из тысячи, наверное, альтернативных вариантов. Ну, ладно. События ближайших дней для тельцов в августе месяце. Что же там спешит в вашу жизнь? Что спешит на ваш порог? С чем придется столкнуться? И тут как раз нам про события. Карты пасьянса. Никогда не знаешь, что выпадет. Маленькие карты с рандомным значением. Вот смотрите, тут какой-то контакт у вас будет с лицом, которое... Ну, кстати, это может быть официальное какое-то лицо или новое знакомство. Цыганка изображена, может быть, поэтому это и называется цыганский расклад. По сути дела, это не цыганка. Прописано в значении как именно человек, лицо, просто лицо. Контакты есть, но мы не знаем этого человека, мы не знаем его хорошо. Или нам предстоит еще только узнать, или, может быть, ну вот ограниченность, это не есть обязательно друг или подруга, а именно, как я говорила, лица, с которыми мы что-то согласовываем. И у вас выпадает корабль, один из символов Меркурия. И, кстати, может быть много информации. И мы это ожидаем. И, кстати, в течение августа может быть и такая, знаете, настолько разношерстная информация, настолько переменчивая, даже где-то сбивчивая. Нам придется искать, откуда правда все-таки или где истина. Но, тем не менее, в этом пасьянсе это исполнение желаний. Исполнение желания одного, потому что есть тут и другое значение. Ну, это здорово. Посмотрите, у вас и победа, и как минимум одно какое-то желание у вас исполняется. А вот смотрите, тут победа для решения каких-то, может быть, и личных вопросов. Я должна сказать, планетарно для вас, знаете, а, добрый период, мои дорогие тельцы, когда ваши родственники, может быть, ваша семья, ваш близкий человек, ну, тут больше может проявить лояльности по отношению к вам. Ну, или, может быть, ваши дети, ваши взрослые дети. То есть вот такая, может быть, палитра взаимоотношений. То есть что-то доброе. Или для кого-то из вас, смотрите, может быть, и еще прежде какие-то были отношения, которые ни шатка, ни валка развивались, по крайней мере, до 10 августа. Если ретро-меркурий, тут может кто-то и вернуться. И не обязательно, кстати, что мы будем этой персоне рады. У вас выпадает череп, и это не есть какая-то конкретика, это наши внутренние переживания. Ну, может быть, это вот совершенно с личной жизнью не связано, а с каким-то вопросом, мои дорогие. Кстати, иногда корабль может говорить о том, что вы засобираетесь в поездку. И тогда по поводу поездки какой-то можете переживать. Или поездка откладывается, вот, кстати, или как-то сроки сдвигаются. Я такое тоже могу допустить. А ведь правда, для многих из вас поездка это как будто необходимо. Или это как встреча. Может быть, эта поездка касается дел сердечных или, может быть, даже дома, жилья. Ну, давайте посмотрим дальше. Интересно. Или поездка с семьей. Вы будете тоже что-то планировать. Смотрите.
Но у нас выпало и сердце, и кольцо. Прочный союз. Есть какой-то прочный союз у вас. Конечно, эта карта может свидетельствовать и о личной жизни, но точно так же карта может свидетельствовать и, ну, есть контактное лицо, с которым вы, может быть, это ваш партнер по бизнесу, ну, может быть, это хорошие доверительные отношения с руководством, а может быть, и это адвокат-юрист, мои дорогие, тут у каждого по-своему. А вот смотрите, события ближайших дней, если мы говорим, какой-то много будет информации, молния, а это молниеносное какое-то известие. Это, ну, где-то неожиданное известие, и выпадает у вас еще дом. Либо это будет связано как-то, допустим, либо с вашими близкими, либо конкретно с местом, где вы проживаете, ваше проживание. Что-то и вы тут можете тоже менять, планы какие-то строить, или это само по себе значение. Ну, вот такие интересные для вас. Слушайте, скучать будет некогда в ближайшие дни. Может быть, знаете как, много значений у вас выпало. И новый человек, да, или какие-то контакты. Тут на кону может стоять какое-то важное дело, тема, вопрос, и вы можете переживать. Но вместе с тем победа. Но на победе не заканчивается, еще и дела сердечные, и дорога, и прочный союз, и дела дома, мои дорогие, да еще и молния. Я к чему? Вам некогда будет скучать, мои дорогие тельцы, вот я так предполагаю. Но, по крайней мере, в ближайшие дни события августа вас закрутят в какой-то вихрь. Или успевай поворачиваться только, или успевай находить информацию, что-то обдумывать, или, может быть, решиться вам на что-то с учетом всего того, что выпало, придется. А вы где-то к этому, ну, не совсем готовы. Поэтому тогда вот этот череп, вот эти, это внутреннее переживание. Опять же, не переложишь на конкретную какую-то тему, но это вот какое-то такое состояние внутренней нестабильности, которое вы можете ощущать. Сейчас мы узнаем по поводу вашего настроения в связи с этими событиями. В нашем пасьянсе мы можем соединить крайние ряды, те, которые по вертикали и по горизонтали. Вот я смотрю, что у вас еще совпало. Не вижу. Нет совпадений. Но уже хочу проверить. Единственное, смотрите еще что. Цепи, сердечная тяжесть. Но это все из разряда как вот переживания. Тут, правда, вы в чем-то или в ком-то сомневаетесь. Может быть, и дело на кону стоит такое, что выгорит, не выгорит. Вот я говорила об этом в самом начале, когда у нас выпало лицо, именно значение. Может быть, не готовы к этой поездке какой-то внезапной, может быть и так. Вам тут я допускаю. Вот эти перемены, вроде как это что-то доброе, хорошее. Но и дорога ведь может быть неожиданной для кого-то. Вы это не планировали, а вот тут это совершенно необходимо сделать. Или внешняя какая-то обстановка, мои дорогие тельцы. Она вас заставляет о чем-то подумать, что в ваши планы не входило. Ладно, ваше настроение в связи с этими событиями. Давайте мы с вами узнаем. Настроение у тельцов, ну, вообще-то настроение позитивное, девятка кубков. Хоть я и говорю карта эгоиста, но это в каком плане? Это когда мы вообще-то уверены. Ну, конечно, мы можем, знаете, взять такой ракурс, что или будет так, как я хочу, или никак. Ну, вот это нам не помогает однозначно. Но все-таки это карта, которая говорит о финансовом каком-то прогрессе. А если была пауза по финансам, ну, значит, тогда мы постепенно выбираемся из этой ямы. Мы все разные, я такое допускаю. По крайней мере, есть варианты какие-то. Ведь это в первую очередь карта того человека, который сам хозяин собственной жизни. Это где-то и про вас. Но свое благополучие, опять же, он надеется на себя, а не на призрачную удачу. Недаром нам тут хозяин таверны показан, поднимает кубок за здоровье свое и окружающих посетителей. Есть какая-то взаимосвязь с людьми, но тут больше позитивного начала, и как и радости, как и возможностей, так и буквально финансовой прибыли. Но, видимо, что-то тут у вас идет с прогрессом именно вперед, поэтому материальная сторона добавляет, я бы сказала, улыбок на ваше лицо, мои дорогие тельцы.
Значит, даже если прежде была какая-то патовая ситуация, но настроение будет улучшаться. Но вместе с тем, смотрите, может быть, хотя эта карта не говорит о помощи, но, может быть, какие-то вы шаги предприняли или решения очень, вот по части решений, так это точно. Какая-то ваша стратегия и тактика, она оправдана. Может быть, это то, что вы будете предпринимать в связи с событиями вот буквально в этот период времени. А может быть, это то, что вы уже изменили и видите результаты или плоды труда своего. Но все же эта карта говорит, если мы о настроении. Королева мечей – это та, которая немного на своей волне. Это карта независимого человека. Все же по этой карте отстраненность некоторая проходит и недоверие. Вот это есть момент. Поэтому королева мечей умеет хранить тайну, секреты. Она вообще никому ничего не говорит. И это ей помогает. И поэтому где-то карта вам дает совет. Телец, будь немножко на своей волне. Мы излучаем лояльность. Но внутри все-таки тут не скажешь, что вы расслабились. Нет. Ну и судя по тому, что у нас выпало по пасьянсам, картам пасьянса, тут тоже те события, которые мы сказали. Тут может быть, как все перемешалось. И попробуй ты тут разберись. Тут эмоции явно не помогут. Давайте посмотрим ваше настроение еще. Какая-то перезагрузка у вас идет, мои дорогие. Но если даже и есть по королеве мечей, как люди, которые подвели, или какие-то непредвиденные ситуации, с которыми вы столкнулись или сталкиваетесь теперь, но вот эта перезагрузка, которую вы проходите, постепенно все равно вы набираете темп, ход, ваши дела тоже приходят как и в баланс, так и с каким-то прогрессом. Паш жезлов может также говорить о том, что действительно вы можете получить какую-то весть или, может быть, весть от вашего ребенка. Иногда даже взрослые дети проходят. Но эта карта еще также говорит о новом жизненном этапе. Опять же, перезагрузка с учетом предыдущей карты. Ну, давайте еще одну карту. Что же там в конечном итоге? Вы знаете, для вас будет очень важно уделить внимание отдыху и привести мысли в порядок. И я это вполне понимаю, потому что уже нам карты пасьянса показали, что усталость, скорее всего, будет. Есть и повод для радости, но, видимо, есть и необходимость не только мысли в порядок, но, может быть, как тело в порядок. Все-таки человек сложил оружие, именно сложил оружие, никому ничего не доказывает, восстанавливает силы. Да, это карта отчасти паузы. Может быть, и вы, мои дорогие, мы ведь смотрим ваше настроение. Вы куда-то не торопитесь, вы что-то просчитываете. Две мечевые карты. Тут на вас вот как будто или вокруг вас какие-то энергии такие более могут быть даже восторжены, но телец собран. Он настолько хладнокровно смотрит на то, что происходит вокруг, и, видимо, ваши собственные ресурсы вы оцениваете тоже очень здраво и понимаете, что настало время, может быть, взять вот эту паузу или отдохнуть. Или когда вы, кстати, карта может говорить, мы все же разные, с учетом королевы мечей, стоит какая-то задача для кого-то из вас, и вот так ее слегонца или наскоком нет, не решишь. Может быть, это будет связано с какой-то новостью. И здесь как будто нельзя попасть в просак. Поэтому вы будете что-то просчитывать. Но то, что вы точно сами куда-то не хотите торопиться, а может быть и обстоятельства, кстати, вас вынуждают. Вот я могу такое допустить. Ладно, в каких сферах жизни вы будете принимать важные решения? Или вам придется, мои дорогие тельцы, в связи с этими событиями? В каких сферах жизни? Финансы и личная жизнь. По королю кубков, да, где-то так. Тут еще и могут, знаете, быть и вопросы дома, жилища. И одновременно каким-то образом, с учетом 11-го аркана старшего, у кого-то и юридические вопросы. Когда вам нужно узнать, как работают законы, вы будете, может быть, вот эти инстанции, то, что я в самом начале говорила, узнавать или что-то просчитывать. Может быть, это вопросы, которые касаются, кстати,
Вот я могу такое допустить в плане кредитов, займов, ипотеки или рассчитаться, или наоборот взять. Почему? Потому что иногда по аркану справедливость все-таки это проходит баланс. И у вас первая карта выпала именно такая более денежная, а дальше пошло раздумье, какой-то анализ. И вроде как тут есть о чем подумать. Но вот оно вот так вот все вибрирует пока, еще нет какой-то конкретики. Вроде как нам сказали подумать, обдумать совершенно необходимо. И по аркану-то справедливость. Что-то подобное может проигрываться, когда мы должны что-то просчитать и увязать, куда мы ставим подпись, на что мы решаемся. Может быть, это как вам, кому-то из вас, поручительство может быть предложено, или ваше участие, помощь кому-то, даже по личной жизни. Это могут быть как и дети взрослые, внуки, родственники, еще какие-то контактные лица. Мои дорогие тельцы, я не скажу, что вы можете расслабиться. Тут, если мы спросили, в каких сферах жизни, ну, тут дела именно работа, бизнес, согласование, документы, потому что сам по себе 11-й старший аркан, с одной стороны, это карма или причина и следствие, но с учетом, опять же, ретро-меркурия, если кто-то смотрит мои видео именно пораньше, начало августа, а ретро-меркурий у нас с конца июля. Может быть, та ваша мечта или какая-то задумка, которую, может быть, даже много лет тому назад вы не могли осуществить, и тут вроде как лазейка появляется или возможность, и вам приходится просчитывать. Это касается вашей семьи, или вашего места пребывания. Но пусть это не для всех, но одновременно это может вверху у нас девятка кубков, как-то и с деньгами тоже перекликаться. Вот тут все сферы жизни, но так или иначе. Это карта будущего, тройка жезлов. И прежде чем мы, вот смотрите, мои дорогие, вам нужно что-то очень красиво, грамотно сделать, как будто по справедливости, по закону, чтобы не было каких-то недосказанностей или когда вы что-то подписали как документ и забыли о нем, чтобы не было какой-то обратки в будущем, именно, мои дорогие тельцы. У вас должно быть все проверено, подсчитано, и вот буквально, знаете, вы, вот хоть ночью вас разбудить, вот вам должно быть все ясно по вашей жизни, по документам, или, опять же, по тому, за что или за кого, или где вы берете ответственность, чтобы все же у нас следующее будущее. А здесь у нас как аукнется, так и откликнется. Вот чтобы откликнулось в будущем, это как-то красиво. Уже сегодня, в сегодняшнем дне нужно все подвести к какому-то красивому знаменателю. Вот так. И это могут быть вопросы как и личной жизни, так и вопросы денег, судя по королю кубков. Или конкретно, может быть, какая-то ваша семейная история. Тут ведь и такой вариант тоже я допускаю. Ладно, давайте мы узнаем. Поездки. Поездки, возможные перемещения. Где-то нам об этом карты говорили. Достанем одну карту, каковы энергии. Вот смотрите, вам тут на поездке зеленый свет. Карта сама по себе возможностей, и здесь тоже будет важно не упустить. Здесь может быть какая-то и помощь. Здесь может быть и помощь по решению финансовых вопросов. Мы говорили, словно по финансам вы, даже если была патовая ситуация, здесь вы уже видите, как вырулить на обгон. Единственный момент, мои дорогие, будьте очень внимательны, карта не предусматривает, что вы кому-то помогаете, даете взаймы деньги или одолжаете надолго, или себя погружаете в какую-то меру ответственности, которая так или иначе соприкасается с финансами. Помни, рука дающего может быть рукой просящего. И это у вас идет на перемещение. Но сами перемещения как будто могут быть совершенно необходимы к победе. Да, вот это правда. Ладно. Кто-то из вас может засобираться в дорогу, потому что обстоятельства этого требуют. Продолжение следует или нет вот этим всем событиям? Тут как будто по аркану старшему, кстати, умеренность. Тут всему свое время. Да, медленно, но верно, куда-то телец движется, продолжение определенно будет. Но тут, как знаете, в небесном расписании, как будто уже все фишки расставлены. И есть и вопросы, которые вы никак не можете ускорить, поэтому, может быть, то, что связано с документами, ну, может быть, это и связано с перемещением. Тут не получится что-то ускорить, поэтому
Будьте мудры, мои дорогие тельцы. Терпение от вас потребуется, но вам его и не занимать. Тут не будет какого-то очень быстрого развития или рывкообразного. Но если мы спросили, вот для этих добрых событий, тут ведь нам какая-то интересная история у вас закручивается или интересная возможность. И мы спросили, продолжение следует, то да, по аркану умеренности я не могу сказать, что это какое-то прорывное. Но, может быть, эта карта говорит о том, что с кем мы имели контакты, эти контакты будут продолжены. Мы ведь смотрим на короткий период жизни, мы ведь смотрим события ближайших дней, ближайшего времени. Поэтому тут что-то будет продолжено. Каково же это продолжение? Тут надо, видите как, вас куда-то и пространство, может быть. Если вот как предложение приходит, я говорила, да, что нужно ехать, вот тогда езжайте. Но сказать по этим двум картам, что вы куда-то торопитесь сами, то нет. И в принципе у вас такие и энергии, потому что по девятке жезлов мы должны хорошо подумать, куда мы будем применять силу или на что соглашаться. И это в плане продолжения. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.